Иран. Пустыня Дашт-э-Кавир. Июль. Температура воздуха плюс 43 градуса по Цельсию. Горизонт плавится. Воздух обжигает горло. На сотни километров вокруг камень, песок и раскаленное небо. И посреди этого ада конусообразная башня из самана. Внутри нее, в подземном хранилище, лед. Настоящий лед. В пустыне. Без единого грамма топлива. Без электричества. 2400 лет назад. Персидские инженеры решили задачу, которую современные физики считают невозможной без технологий – производство и хранение льда при 40-градусной жаре. Это яхчаль, в переводе с персидского «ледяная яма». Один из величайших инженерных достижений древнего мира. Их строили на протяжении 2000 лет. Они пережили империи, завоевателей, революции. Некоторые стоят по сей день. Это история о том, как люди победили физику голыми руками, здравым смыслом и тысячелетним наблюдением за природой. Чтобы понять, как работал яхчаль, нужно сначала понять, где он работал. Иранские пустыни – одно из самых жестоких мест на Земле. Дашт-э-Кавир и Дашт-э-Лут – две великие пустыни Иранского Нагорья. Суммарная площадь – более 300 тысяч квадратных километров. Дашт-э-Лут – одно из самых жарких мест на Земле. В 2005 году НАСА зафиксировала здесь температуру поверхности грунта плюс 70,7 градуса Цельсия. 70 градусов на поверхности почвы – это выше точки кипения воды. Металлические предметы, оставленные на солнце, обжигают руки мгновенно. Дашт-э-Кавир немного мягче. Летом плюс от 40 до 45 градусов воздуха. Зимой температура падает до минус от 20 до 25 градусов. Этот перепад от минус 25 зимой до плюс 45 летом в 70 градусов разницы – ключ к пониманию яхчаля. Персидские инженеры наблюдали за природой. Зимой вода в неглубоких бассейнах замерзала за ночь. Если ее не трогать, лед сохранялся неделями. Но как сохранить зимний лед до лета? Земля – лучший изолятор. Достаточно углубиться, и температура стабилизируется. На глубине 10 метров температура грунта в иранских пустынях круглый год держится от 14 до 18 градусов, независимо от сезона. Это открытие изменило все. Не нужно было бороться с жарой снаружи, нужно было уйти под землю, туда, где природа уже создала холод. Пустыня не только горячая, ночью она резко остывает. Иранские ночи даже летом могут опускаться от 20 до 25 градусов. Резкое ночное охлаждение – еще один союзник яхчаля. Разница между дневным зноем и ночной прохладой используется в системе вентиляции. Небо в иранских пустынях зимой абсолютно ясное, никаких облаков. Это означает, ночью поверхность Земли излучает тепло прямо в космос и резко остывает. Физики называют это радиационным охлаждением. Без облачного покрова Земля теряет тепло от 5 до 10 раз быстрее, чем в пасмурную ночь. Персидские инженеры не знали слова «радиационное охлаждение», но они знали факт. В ясные ночи вода замерзает, даже когда воздух не достигает нуля. Это наблюдение ключевое. Вода может замерзать при температуре воздуха плюс от 2 до 3 градуса, если небо ясное и ветра нет. Именно это физическое явление легло в основу производства льда в персидских пустынях за 400 лет до нашей эры. Первые яхчали датируются примерно 400 годом до нашей эры. Это эпоха Ахеменидской империи, первой Персидской империи. Ахемениды правили империей от Египта до Индии, более 50 миллионов подданных. Им нужна была логистика в условиях жаркого климата. Лед был стратегическим ресурсом. Он позволял хранить продовольствие для армий, перевозить скоропортящиеся товары, охлаждать напитки знати. Не исключено, что технология существовала и раньше, до IV века до нашей эры. Но именно Ахеменидская эпоха дала яхчалю масштаб и системность. Следующий расцвет – эпоха сефевидов XVI-XVII века нашей эры. Шахи строили яхчали рядом с дворцами и вдоль торговых маршрутов. Сефевидский Иран был центром международной торговли. Караван-сараи, постоялые дворы вдоль шелкового пути, нуждались в охлаждении. Яхчаль в Мейбоде, один из лучших сохранившихся примеров, стоит именно рядом с сефевидским караван-сараем. Они работали в паре. Путник прибывал в караван-сарай измотанный жарой. Его встречали прохладой, едой
и, что казалось чудом, чашей со льдом. В эпоху Каджаров, 19 век, яхчали достигли пика распространения. В каждом крупном городе Ирана было несколько ледников. Тегеран, Исфахан, Yazd, Керман, Шираз. В каждом городе работала сеть яхчалей, обеспечивавших горожан льдом. Лед продавался на рынках. Профессия яхчальдара, хранителя ледника, передавалась от отца к сыну. Это было прибыльное ремесло. Конец эпохи яхчали наступил в 1930-х годах с приходом электрического холодильника. Но само слово «яхчаль» осталось. Сегодня в Иране обычный холодильник называют яхчаль. Слово из 400 года до нашей эры живет в современном персидском языке. Это лингвистический мост через 2000 лет. Люди говорят «яхчаль» и не задумываются о том, откуда это слово. Но давайте вернемся к истокам. Как выглядел настоящий яхчаль? Что он собой представлял конструктивно? Яхчаль состоит из двух частей – наземного конусообразного купола и подземного хранилища. Они работают как единая система. Купол. Типичная высота от 10 до 18 метров. Рекордные примеры достигали почти 20 метров. Яхчаль Муайиди в Кермане – один из лучших сохранившихся. Высота купола ровно 20 метров. Он стоит уже несколько сотен лет. Форма купола не случайная. Конус выбран математически точно. Он минимизирует площадь поверхности, нагреваемой солнцем, относительно объема. Чем меньше площадь внешней поверхности при том же объеме, тем меньше тепла проникает внутрь. Персы знали эту геометрию интуитивно. Стены купола у основания почти 2 метра толщиной. К верхушке они сужаются до 50 сантиметров. В самом верху небольшое отверстие. Это отверстие в куполе не украшение и не ошибка строителей. Это ключевой элемент вентиляционной системы. Горячий воздух поднимается вверх, простейший закон физики. Купол яхчаля использует этот закон как основу вентиляции. Нагретый воздух выходит через верхнее отверстие. Снизу всасывается более прохладный воздух. Возникает постоянный поток циркуляции. Физики называют это эффектом солнечной трубы или тяговой вентиляцией. Никакого механизма, только законы термодинамики. Внешняя поверхность купола ориентирована так, чтобы теневые стороны максимально закрывали прямое солнечное излучение. В некоторых яхчалях с южной стороны строили длинную тенистую стену. Эта стена, шабгир, работает как экран. Она отражает прямые лучи полуденного солнца и создает тень на основании купола. В Мейбоде длина такой защитной стены около 100 метров. Она тянется вдоль северной стороны яхчаля, перехватывая отраженное от горизонта солнце. Материал купола – обожженный самодельный кирпич из глины и соломы. Но ключевое – в штукатурке, в растворе саруж. Купол покрыт слоем саруджа снаружи и изнутри. Этот раствор делает конструкцию и водонепроницаемой, и теплоустойчивой одновременно. Цвет купола – светлый бежевый. Светлые поверхности отражают солнечное излучение лучше темных. Это тоже не случайно. Измерения показывают, внутренняя температура купола, даже в пик лета, на от 15 до 20 градусов ниже наружной. При уличных 43 внутри от 23 до 28. Саруш. Этот раствор – настоящее технологическое чудо Древней Персии. Его состав передавался строго внутри строительных гильдий. Состав саруджа – песок, глина, известь, яичный белок, козья шерсть и зола. Пропорции строго выверенные, секретные. Яичный белок в составе строительного раствора – это не народное суеверие, это химия. Белок при схватывании образует дополнительные молекулярные связи. Казеины и протеины яйца заполняют микропоры в растворе. Это делает саруш практически водонепроницаемым, критически важно для контакта со льдом. Козья шерсть в растворе работает как армирование. Волокна предотвращают растрескивание стен при температурных расширениях и усадке. Зола – тонко молотый пуцалан. Она вступает в реакцию с известью и формирует дополнительные гидравлические соединения, повышающие прочность. Саруш схватывался медленно, от нескольких недель до месяцев. Чем дольше, тем прочнее. Строители не торопились. Полностью отвердевший саруш по прочности приближается к современному бетону марки от М100 до М150. Это подтверждено лабораторными тестами.
Коэффициент теплопроводности саруджа низкий, от 3 до 4 раз ниже, чем у обычного кирпича. Стены плохо проводят тепло внутрь. Это сочетание – механическая прочность плюс теплоизоляция плюс водонепроницаемость – делало саруж идеальным материалом для яхчаля. Яхчали, построенные с применением саруджа, стоят столетиями без реставрации, некоторым более 500 лет. Современные материаловеды изучают саруж. Его состав пытаются воспроизвести для применения в устойчивом строительстве без цемента. Цемент, производство которого требует огромных выбросов СО2, один из главных загрязнителей планеты. Саруж производился без единого грамма углеродного следа. Все ингредиенты саруджа были доступны локально: глина из земли, шерсть от коз, зола от очагов, яйца от птиц. Никакого импорта, это была полностью замкнутая система. Местные материалы, местные мастера, местное знание. Абсолютная устойчивость. Сегодня мы называем это устойчивым строительством и платим архитекторам миллионы за такие решения. В Персии это был просто здравый смысл. Саруж — лишь один компонент системы. Второй критически важный элемент — подземная яма. Именно там хранился лед. Подземная часть яхчаля — это квадратная или прямоугольная яма глубиной от 5 до 10 метров под куполом. Объем хранилища в крупных яхчалях достигал 5000 кубометров. Это примерно как 2 олимпийских бассейна. Стены ямы — тот же саруж, нанесенный толстым слоем. Пол — утрамбованная глина с дополнительным дренажным слоем. Дренаж важен. Тающий лед образует воду. Если вода застаивается, температура в хранилище растет, и весь лед тает быстрее. Яхчальдары, профессиональные хранители ледников, следили за дренажом постоянно. Летом заходили внутрь раз в несколько дней. Температура в подземном хранилище глубиной от 8 до 10 метров держалась от 0 до 5 градусов Цельсия даже в разгар лета. От 0 до 5 градусов при уличных 43. Разница от 38 до 43 градуса. Это и есть главное чудо яхчаля. Стены подземного хранилища не только изолируют, они также немного испаряют влагу, и это испарение дополнительно охлаждает воздух внутри. Испарительное охлаждение – самый эффективный пассивный метод снижения температуры. При испарении воды поглощается 2260 джоулей на каждый грамм. Это та же физика, что работает в потоотделении человека или в мокром полотенце. Испарение всегда охлаждает поверхность. В подземном хранилище яхчаля работали сразу 3 механизма охлаждения: геотермальная изоляция, испарительное охлаждение и конвекция через купол. Ни один из этих механизмов сам по себе не был достаточен. Все 3 вместе — система, которая работала на протяжении 1000 лет. Лед в яме лежал послойно. Между слоями льда — слои органической изоляции. Соломы, тростника, иногда шерсти или опилок. Солома — превосходный изолятор. Воздушные полости между стеблями не проводят тепло. Слой соломы от 15 до 20 сантиметров эквивалентен нескольким сантиметрам пенопласта. Лед загружали в яму зимой и ранней весной, потом яму плотно закрывали. Летом открывали только для того, чтобы взять лед. Каждое открытие ямы — потеря холода, поэтому доступ строго регламентировался. Лед доставали ночью, когда разница температур минимальна. Вход в подземное хранилище маленький, низкий, почти незаметный. Это тоже инженерное решение. Маленький вход, меньше теплообмена с внешней средой. Дверь яхчаля делалась из толстого дерева или тростниковых циновок. Иногда навешивали двойные двери, воздушный шлюз для дополнительной изоляции. Некоторые яхчали имели систему из нескольких помещений. Первое относительно теплое, для сортировки. Второе, более глубокое, основное хранилище. Чтобы хранить лед, его сначала нужно было произвести. Производство шло зимой, в ночное время, в неглубоких бассейнах рядом с яхчалем. Бассейны для замораживания воды назывались яхбаны. Их строили с северной стороны яхчаля, чтобы максимально оградить от солнечного нагрева. Длина бассейнов от 20 до 100 метров, ширина от 2 до 5 метров. Глубина критически мала, всего от 10 до 15 сантиметров. Почему такие мелкие? Тонкий слой воды промерзает за ночь насквозь, толстый только сверху. Производительность важнее объема. Воду в бассейны подавали через канатную систему – кярис.
Канаты – это подземные акведуки, одно из величайших изобретений Древней Персии. Канат – это подземный канал, прорытый вручную от горного водоносного слоя до населенного пункта в долине. Уклон строго расчетный. Старейшие канаты в Иране датируются 3000 годом до нашей эры. Некоторые канаты длиной более 70 километров. Всего в Иране их около 37 тысяч. Вода в канате движется самотеком, без насосов, без энергии. Просто сила тяготения и точно рассчитанный уклон. Температура воды в канате около от 10 до 14 градусов круглый год. Подземная вода стабильна, она идеальна для производства льда. Холодная вода замерзает быстрее теплой. Это парадокс Мпембы наоборот. Теплая вода иногда замерзает быстрее холодной, но стабильно холодная вода канатов была надежнее. Зимой вода из канатов заполняла бассейны Ях-Баны. Ночью, при ясном небе, радиационное охлаждение делало свое дело. К рассвету на поверхности воды образовывался слой льда толщиной от 5 до 10 сантиметров. Этот лед собирали еще до восхода солнца. Работники использовали деревянные инструменты. Металл в мороз прилипает к влажному льду и сдирает кожу. Тысячелетний опыт ледозаготовки. Лед кололи на блоки, укладывали на носилки, несли к яме Яхчаля. Скорость была важна. Чем быстрее лед попадет под землю, тем меньше потерь. Слой льда, слой соломы, снова слой льда. Так заполнялась яма от дна до купола. Каждый слой следующей ночью намороженный. На заполнение крупного Яхчаля уходила вся зима, несколько месяцев ночных работ. Это был сезонный труд сотен людей. К концу февраля, началу марта яма была заполнена. Ее закрывали, запечатывали и ждали лета. Математика была жесткой. За лето через испарение и таяние Яхчаль терял примерно от 30 до 40% запаса. Это закладывалось при планировании. Хороший яхчальдар умел рассчитать запасы льда с запасом, так, чтобы к концу жаркого сезона еще оставался остаток. Многие яхчали строились с дополнительным элементом – бадгиром. Бадгир – это башня-ветроуловитель. Еще одно персидское изобретение. Бад – ветер, гир – ловить. Буквально ловитель ветра. Башня, которая захватывает ветер и направляет его вниз в здание. Бадгиры бывают квадратные и круглые. Высота от 5 до 33 метров. На вершине одно или несколько вентиляционных отверстий. Принцип прост. Ветер дует над пустыней почти всегда. Башня возвышается над уровнем препятствий. Она поймает ветер даже слабый. Внутри бадгира вертикальные деревянные перегородки. Они делят поток воздуха и направляют его вниз по отдельным каналам. Пока ветер входит сверху через один канал, нагретый воздух выходит снаружи через другой. Башня работает как насос, без движущихся частей. Если бадгир соединен с канатом, подземным водоводом, воздух, проходя над водой, дополнительно охлаждается и увлажняется. Это первый в мире кондиционер воздуха. Без электричества, без фреона, без компрессора. Только ветер, вода и правильная геометрия. Измерения современных физиков показали, бадгир снижает температуру подаваемого воздуха на от 10 до 15 градусов по сравнению с наружным. В Язде, городе ветроуловителей, бадгиры стоят на каждом традиционном здании. Язд включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В летний день в Язде при уличной температуре 42 градуса внутри дома с бадгиром около от 26 до 28 градусов. Без единого ватта электроэнергии. Яхчали с бадгирами были эффективнее примерно на от 20 до 25%, чем без них. Поэтому в богатых городских яхчалях башни-ветроуловители стали стандартом. Комбинация яхчаль плюс бадгир плюс канат – это интегрированная климатическая система. 3 технологии, работающие как единое целое. Ни одна другая цивилизация до 15 века не создала ничего сопоставимого по сложности и эффективности пассивного охлаждения. Европа в это время страдала от летней жары в каменных замках и не имела никакого способа охлаждения продовольствия или воды. Персидская система пассивного охлаждения опередила Европу на 1500 лет. Это не преувеличение, это факт. Теперь физика. Почему подземное хранилище остается холодным даже летом? Это 3 закона, работающие одновременно. Закон первый. Теплопроводность грунта низкая.
Тепло с поверхности проникает вглубь очень медленно. Скорость около 10 сантиметров в сутки. При глубине ямы 8 метров летнему теплу нужно 80 дней, чтобы дойти до дна. Но лето длится около от 90 до 100 дней. Тепловой фронт не успевает. Это значит, самые нижние слои Яхчаля находятся в вечной мерзлоте грунта. Там всегда около от 12 до 16 градусов, независимо от сезона. Закон второй. Лед – огромный аккумулятор холода. Чтобы растопить 1 килограмм льда при 0 градусов, нужно 334 тысячи джоулей – скрытая теплота плавления льда. Пока лед тает, он поглощает тепло, не повышая температуры. Это термический буфер. 5000 кубометров льда – это 4,6 миллиона килограммов. Умножим на 334 тысячи джоулей. Это 1,5 петаджоулей энергии буфера. Для понимания масштаба, 1,5 петаджоулей – это количество энергии, которое Иран потребляет за несколько часов сегодня. Все это в одной яме со льдом. Закон третий. Термическая инерция. Большие массы медленно меняют температуру. Масса льда и грунта огромная. Она стабилизирует систему. 3 закона вместе создают самоподдерживающуюся систему. Чем больше льда, тем медленнее он тает. Чем медленнее тает, тем дольше сохраняется. Эта система настолько эффективна, что лед, загруженный в декабре, мог сохраниться до сентября следующего года. 9 месяцев в пустыне. При летней жаре в 43 градуса. Без холодильника, без электричества, без топлива. Сегодня физики Массачусетского технологического института опубликовали исследования систем пассивного охлаждения. Яхчаль они называют замечательным примером доэлектрической термодинамики. Доэлектрической термодинамики – это красивый способ сказать: люди 2400 лет назад понимали физику лучше, чем мы привыкли думать. Они не знали формул, но они знали закономерности. И они построили систему, которая работала точнее, чем многое, построенное сегодня. Лето. Рынок в Исфахане. Торговец достает из тюка тряпки скол льда и кидает его в медный кувшин с водой. Покупатель пьет, и невозможно поверить, что это реально. Лед в персидских городах был доступен не только знати. В крупных городах лед продавали на улицах, как сегодня продают визировку. Цена льда менялась в зависимости от сезона. В начале лета дешевле. В разгар жары, в июле-августе, цена возрастала от 3 до 5 раз. Первое применение льда – охлаждение питьевой воды. В 40-градусную жару холодная вода буквально спасала жизни, предотвращала тепловой удар. Второе применение – шербет. Персидское слово «шербет» – сладкий напиток со льдом – дало начало слову «шербет» во всех европейских языках. Персидские шербеты готовили из фруктовых соков, меда, розовой воды и лимонного сока, смешивали со льдом и подавали охлажденными. Шербет подавали на официальных приемах, в мечетях после пятничной молитвы, на свадьбах, в больницах как жаропонижающее. Применение в медицине. Лед использовали для снижения температуры у больных. Персидские врачи от X до XII веков, включая Авиценну, описывали это в трактатах. Авиценна в каноне врачебной науки XI века подробно описывал использование холода при лихорадках. Это была доказательная медицина. Третье применение – хранение продовольствия. Мясо, рыба, молочные продукты, фрукты – все, что быстро портилось в жару, хранилось в Яхчале. Это меняло продовольственную безопасность. Мясо в жаркий месяц можно было хранить неделю вместо 1 дня. Молоко не скисало за ночь. Для военных целей это было критически важно. Снабжение армии свежим мясом на марше в летнюю жару решало исход кампании. Ахеменидские военные кампании в жарких регионах требовали решения проблемы продовольствия. Яхчаль был частью военной логистики. Четвертое применение – охлаждение напитков для шаха. При дворе сефевидов лед считался символом власти и богатства. Шах Аббас I, правивший в 1588-1629 годах, был известен тем, что в разгар лета пил охлажденное вино со льдом. В 40-градусную жару это было проявлением королевского статуса. Дипломатические миссии, прибывавшие в Персию, были поражены. Европейские послы писали домой о чуде – льде среди пустыни
летом. Итальянский путешественник Пьетро делла Валле, посетивший Персию в 1617 году, оставил подробное описание яхчалей в своих дневниках. Он писал: «Они хранят здесь снег и лед с зимы, используя особые ямы и сооружения, о конструкции которых я расскажу подробнее». Описания европейских путешественников были первыми сведениями о яхчалях, достигшими научного сообщества Европы. Технологию начали изучать. Но Европа так и не построила яхчали. Климат был другим, технология требовала специфических условий, ясных зимних ночей и сухого воздуха. Пятое применение яхчаля – охлаждение самого здания. Крупные яхчали создавали микроклимат, рядом с ними было прохладнее. В современном Иране сохранились десятки яхчалей. Часть в отличном состоянии, часть в руинах. Все они свидетели инженерного гения. Яхчаль Муайеди в Кермане, высота 20 метров. Один из лучших сохранившихся в мире. Возраст, предположительно, 400 лет. Купол Муайеди стоит прямо в центре современного Кермана. Вокруг торговые улицы, машины, современные здания и посреди всего сооружение эпохи сефевидов. Яхчаль в Мейбоде, провинция Язд. Купол высотой 15 метров, яма глубиной 5 метров. Рядом сефевидский караван-сарай XVI века. Яхчаль Мейбода можно посетить сегодня. Туристы спускаются в подземное хранилище и чувствуют, даже летом там прохладно. Посетители измеряли температуру внутри. Даже в июле при уличной жаре 38 градусов в яме от 18 до 20 градусов. Система работает через 500 лет. Яхчаль в Абаркухе. Рядом знаменитый кипарис Абаркух, которому 4000 лет. Место само по себе машина времени. Провинция Хорасан-Рази. Яхчали здесь крупнее, снабжали ледом большие города на перекрестке торговых путей. Яхчаль в Наине, провинция Исфахан. Двойной купол внешне отражает солнце, воздушная прослойка между куполами дополнительно изолирует. Двойной купол – более поздняя эволюция конструкции. Воздух между стенами работает как теплоизолирующий барьер. Современные стеклопакеты работают по тому же принципу. ЮНЕСКО включила канатную систему Ирана, неотделимую от яхчалей, в список нематериального культурного наследия человечества в 2016 году. Иранский национальный музей в Тегеране содержит макеты яхчалей и бадгиров. Школьники изучают их как часть национального наследия. Атлас Обскура, популярный туристический ресурс, включил яхчали в список самых невероятных инженерных сооружений древности. Ежегодно тысячи туристов приезжают в Язд, Керман и Мейбод специально, чтобы увидеть яхчали. Это живые инженерные памятники. Многие яхчали нуждаются в реставрации. Иранская организация культурного наследия ведет работы по их сохранению. Реставрация использует тот же саруж, рецепт которого сохранился в рукописях. Традиционные мастера штукатуры еще существуют в Иране. Мастера штукатуры, работающие с саруджем, называются сарудж-кар. Их немного. Каждый из них – носитель 2000-летнего знания. Когда уйдут последние сарудж-кары, уйдет часть человеческого знания, которое нельзя полностью восстановить по книгам. Технология яхчаля вышла за пределы Ирана. Первой ее переняла Индия в эпоху великих моголов в XVI-XVII веках. Моголы были персидскими по культуре и языку. Придворная культура моголов – это персидская культура в Индии. Яхчали строили при дворах. В Индии хранилища льда назывались Барафхана – снежный дом. Строились по тому же принципу, но с учетом более влажного климата. Лед для Барафхан доставляли с Гималаев. Его везли в соломе на верблюдах сотни километров, меняя быстро, пока не доберется до ямы. Потери при транспортировке гималайского льда составляли от 40 до 60%. Несмотря на это, стоило. Лед стоил дороже серебра на вес. Персидские инженеры, работавшие при дворах моголов, адаптировали местные строительные материалы. Вместо саруджа – красная известь с рисовым клеем. Рисовый клей в строительном растворе. Та же логика, что яичный белок саружа. Органический полимер заполняет поры и снижает проницаемость. Индийские барафханы сохранились в нескольких местах, самые известные в Агре и Лахоре. ЮНЕСКО рассматривает вопрос их охраны. На Ближнем Востоке аналоги яхчаля строили в Сирии, Ираке и Афганистане. В
Везде одна и та же система, адаптированная к местным условиям. В Северной Африке похожие системы существовали независимо, в Марокко и Египте. Параллельное изобретение, вызванное одинаковыми условиями. Это подтверждает, технология была не уникальным персидским изобретением, а закономерным ответом на жаркий климат. Персы просто сделали это лучше всех. Китайская традиция хранения льда также существовала с 3 века до нашей эры, но она была ограничена горными районами с натуральным снегом и льдом. Только персы научились производить лед искусственно в условиях, где его не было от природы. Это качественный скачок. 21 век. Мировой энергетический кризис. 2/3 электроэнергии человечества уходит на кондиционирование воздуха и холодильники. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 году потребление электроэнергии на охлаждение вырастет в 3 раза. В этом контексте пассивные системы охлаждения – Яхчаль, Бадгир, Канат – приобретают новое значение. Это не история, это будущее. Архитекторы по всему миру изучают персидские пассивные системы охлаждения. В университетах Великобритании, США, Германии диссертации об Бадгирах. Британская инженерная компания Max Fordham опубликовала детальный анализ физики Яхчаля. Вывод – система работает и может применяться сегодня. В Йемене и Иране ряд деревень до сих пор используют бадгиры для пассивного охлаждения домов. Никакого электричества не требуется. В ОАЭ построено несколько зданий с современными бадгирами, башнями пассивной вентиляции, встроенными в архитектуру небоскребов. Музей Масдар-Сити в Абу-Даби – полностью пассивно охлаждаемое здание, в основе которого лежат принципы Яхчаля и Бадгира. Иранский архитектор Камаль Дауд предложил концепцию нового Яхчаля – подземного теплового аккумулятора для современных городов. Идея – зимой закачивать в подземные цистерны холодную воду, а летом использовать ее для охлаждения зданий. Та же логика, только с водой вместо льда. Такие системы уже работают в Нидерландах, Швеции и Канаде. Называются ATES – Aquifer Thermal Energy Storage. Яхчаль 2.0. Персидские инженеры IV века до нашей эры решили задачу, к которой человечество вернулось только в 21 веке – сезонное накопление тепловой энергии. Яхчаль – это не артефакт прошлого, это подсказка для будущего. Природа давно решила задачи, которые мы считаем новыми. В 40-градусную жару иранских пустынь 2400 лет назад человек взял лед из ямы в земле, без технологий, без электричества. Он знал то, что мы иногда забываем. Природа не враг, природа – союзник. Нужно только научиться ее слушать. Яхчаль. Ледяная яма. 2 слова, 2 тысячелетия мудрости. Одна из самых изощренных пассивных инженерных систем в истории человечества. Слово «сорбет» в итальянском, «шербет» в турецком, «сироп» в английском. Все они восходят к персидскому «шарбат». Напиток со льдом яхчаля изменил лексику мира. Первый известный рецепт замороженного десерта в мире записан в персидском трактате X века. Основа – лед из яхчаля, смешанный с розовой водой, шафраном и вермишелью. Персидское блюдо называлось фалуди. В Ширазе его продают по сей день, по тому же рецепту X века. Из Персии замороженные десерты через моголов попали в Индию, через торговые пути в Италию. Итальянцы сделали из них джелато. Сезонный цикл яхчальдара был жестким. Январь-февраль – ночные смены по намораживанию. Апрель – запечатывание ямы. Май-сентябрь – продажа льда. В засушливые зимы, когда бассейны не замерзали, возникал дефицит льда. Цены взлетали. Власти иногда вводили регулирование цен. Зафиксированы случаи, когда во время войн яхчали становились стратегическими объектами. Армия с доступом ко льду имела преимущество в жарком климате. Физик из Тегеранского университета в 2019 году воспроизвел миниатюрный яхчаль и проверил его в условиях иранского лета. Система работала. Температура внутри модели на 18 градусов ниже внешней. Без каких-либо вспомогательных систем, только форма, материал и земля. Сухой воздух иранских пустынь – ключевое условие. Влажность от 10 до 15%. При такой влажности испарительное охлаждение работает с максимальной эффективностью. В тропическом климате с высокой влажностью та же система не работала бы. Воздух насыщен паром. Пустыня идеальна. Персы жили в идеальном месте для этой технологии.
Киризы и Яхчали вместе образовывали инфраструктуру персидской цивилизации. Без воды и холода в пустыне нет города. Они сделали города возможными. Города Yazd, Керман, Исфахан, Наин – все они выросли в пустыне. Без канатов не было бы воды. Без Яхчали не было бы продовольственной безопасности. Сегодня мы строим города в пустыне иначе. Кондиционеры, опреснители, самолеты с едой. Это работает. Но требует колоссального количества энергии. Дубай потребляет на кондиционирование больше электроэнергии на душу населения, чем любой другой город мира. Древний Иран тратил 0. 0 джоулей. 0 топлива. 0 выбросов. Только ветер, земля, вода и тысячелетний опыт наблюдения за природой. Лед. В пустыне. Летом. В 40-градусную жару. 2400 лет назад. Это был не фокус и не чудо. Это была наука. Персидские инженеры IV века до нашей эры не оставили учебников. Они оставили сооружения. И эти сооружения – лучший учебник физики из всех существующих. Яхчаль – ледяная яма. 2 тысячелетия назад в пустыне, где плавился металл, здесь был лед. И это не легенда, это инженерия.